Приветствую вас всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня мы с вами свяжем вот такую вот красивую шапочку-шлем для ребенка на зиму. Посмотрите, как она красиво смотрится. Здесь есть такие вот манишки по спинке и по переду. Ребеночку будет тепло. И также я сделала подкладочку в этой шапке, видите? И это очень комфортно для ребенка, что обычно некоторые жалуются, что колется шерсть. Вот здесь вот такая есть подкладочка, я сделала из трикотажного полотна хлопчатобумажного. И думаю, что вот это очень поможет, да? Значит, вязала я из пряжи. Вот такая у меня была пряжа. Значит, здесь в 50 граммах 65 метров. И здесь 50% алпаки, 50% акрила. Спицы я использовала для резинки 4 мм, а основное изделие 4,5 мм. Да? Ушло у меня на эту шапочку. Вот у меня было два моточка коричневый. Первый моточек ушел полностью. Вот от второго что осталось. Ну, условно 100 грамм, да, может чуть поменьше, чуть меньше, да. И вот эти вставки, то, что я делала, видите, они у меня все разного цвета. У меня были остаточки, и их легко сюда вставлять, потому что даже если у вас будут узелки на другой стороне, совсем маленькие кусочки, да, у нас здесь подкладка, этих узелочков видно не будет. Если вы будете вязать без подкладки, но тем не менее хотите использовать остатки, я вам покажу, дальше немножко расскажу, как рассчитать вот эти кусочки нитки, чтобы у вас не было узелков. Вот. Что еще? Значит, перед тем, как мы начнем вязать шапочку, вы должны связать, естественно, образец, чтобы рассчитать свою плотность вязания. Вот этот рисунок, я его выкладывала отдельным видео, буквально неделю-полторы назад, поэтому я сейчас не буду останавливаться, как вяжется этот узор. Я оставлю ссылку в описании, и вы сможете связать образец и рассчитать плотность своего вязания. После того, как вы рассчитаете плотность вязания, связав образец, мы с вами продолжим. Итак, если вы рассчитали свою плотность вязания, мы можем с вами продолжать. Да? Связав образец, вы должны были это сделать. Моя плотность вязания получилась в 1 сантиметре, у меня 1,4375 петель. Это как бы вот разделила и получила. Я вязать буду на размер 48 сантиметров. Это окружность головы. Это примерно, может, на 1,5 года, я не знаю. В общем, если у вас ребенок, как говорится, под рукой, вы все можете померить. Если нет, я вот нашла такую табличку немножко в помощь. И вы можете попробовать повязать по таблице. Вот здесь обхват головы, здесь рост ребенка в сантиметрах, примерный возраст. И дальше еще два размера, которые нам понадобятся. Это окружность лица и глубина шапки. Вот эти размеры, они высчитываются по отношению к обхвату головы. Там есть формула, я не буду вам сейчас эту формулу давать. Я сама все рассчитала, и вот на каждый размер. Если у вас ребенок, вы можете сами расчет померить и рассчитать. Если нет, попробуйте воспользоваться таблицей. Значит, я, как сказала, буду вязать на размер 48. Это по моей таблице. Значит, на рост ребенка 80-86 на 1,5 года. Значит, первое, что мы будем с вами делать, мы будем вязать вот эту окружность по окружности лица резинкой 1 на 1, где-то, наверное, сантиметров 7, потому что здесь мы ее будем складывать вдвое, эту резиночку, поэтому, когда мы ее сложим, она будет где-то 3,5 сантиметра, вот эта резиночка. И вот мы начнем вязать сейчас с этой резинки. И чтобы это сделать, мы должны рассчитать количество петель, которые мы должны набрать по обхвату лица. Вот я беру свой второй размер, не обхват головы, а беру обхват лица, 43 сантиметра. Вот эти 43 сантиметра умножаю на мою плотность вязания, и у меня получается 61,8 петель. Округляю до 62, так как это количество должно делиться на 2. И теперь мы берем спицы. 4 мм я буду использовать для вязания резинки и 4,5 для вязания основного тела шапочки. Поэтому сейчас мы берем спицы 4 мм или те, которые вы будете использовать для вязания резинки, и будем набирать петли.
Петли я буду набирать турецким способом. Вот этот способ, я считаю, очень удобно в том случае, когда вам нужны открытые петли с двух сторон. Как у нас в данном случае, да, вот эта резинка, которую мы сейчас будем вязать, если будут петли открыты с двух сторон, мы потом ее сложим, и вот эти петли попарно соединим, и у нас будет резинка уже готова. Я считаю, что это очень удобно. А сам способ очень простой. Я не знаю, почему им редко пользуются. Сейчас я вам покажу. Значит, берете свой клубок, делаете на конце, маленький хвостик оставляете, и на конце делаете такую петельку. Все. И протягиваете эту петельку вот по спице. Берете вторую спицу из этой, ну, из круговых, да, вот, и кладете ее сверху. Вот так. Петелька у нас оказывается на нижней спице. И теперь берем вот этот хвостик от клубка и начинаем набирать петли. Значит, набор очень простой, да, вот просто от подводите вниз и на себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом немножко продвигаете. Дальше 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. И так набираете нужное вам количество петель. Единственное, что вот сильно не затягивайте ниточку. Так, ну, довольно свободно. 60, 61, 62. Вот я набрала 62 петли, они у меня на спицах. Теперь вот эту ниточку я завожу вниз и одеваю на свой указательный палец. Теперь вот эту нижнюю спицу мы должны вытащить. Вот она пошла. Не совсем, но вот так я ее вытянула, чтобы можно было ей работать. И начинаем вязать петли, которые остались у нас на верхней спице. Так как у нас резинка 1 на 1, мы сразу начнем вязать резинкой. Вот я лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И сразу считая петли. У меня должно быть 62, чтобы мы нигде не ошиблись. Да? Вот первый ряд провязываем сейчас и считаем сразу петли. У меня 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 61 и 62. Я закончила изнаночной петли. Вот мы у нас первый ряд мы провязали 62 петли. Теперь что мы делаем? Мы здесь связали. Значит, нитку надо завести за леску. Теперь можно развернуться. И вот эту нижнюю спицу мы можем вытащить. Мы ее здесь связали. Сначала вот эту часть, которая еще не вязаная, да, мы ее сейчас, вот я ее заведу в те петли, которые мы еще не вязали. Единственное, что первый ряд немножко, но просто надо иметь терпение, да, чтобы не запутаться с этими лесками. Так ничего страшного. Вот я ее завела. Вот эту нижнюю мы можем теперь вытащить. И нам еще понадобится один комплект спиц. Он просто вспомогательный. Мы сейчас просто первый ряд переоденем и про них забудем, да. Вот сейчас у нас верхние спицы. Мы должны провязать тоже 62 петли. Вот петельку, которую, помните, мы одевали, как узелочек делали, мы одевали самую первую. Вот ее мы сейчас просто снимем и можем распустить. Она нам больше не нужна. И начинаем вязать опять с первой петли. 5 сразу резинкой, да? Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот вы понимаете, у нас нижний ряд мы уже провязали. Теперь мы вяжем второй. У нас получается петли открытые с двух сторон. И в нижнем ряду тоже считайте петли. Раз, два, 6 у меня уже. 7, 8, 9, 10. Их тоже должно быть 62. 1, 59, 60, 61 и 62. Вот мы провязали также ряд петелек на верхней спице. Вот эту спицу мы можем сейчас вот протянуть
и она у нас остается просто как вспомогательная. Удобно, если у вас она по цвету отличается, чтобы вы не запутать. Вот у меня они такие светленькие, а основные, естественно, потолще. Это та, которым будем работать. Теперь что мы опять делаем? Мы можем развернуться, чтобы у нас уже основная пара спиц была сверху. И теперь мы будем вязать вот только вот этот верхний ряд. Значит, мы здесь, если вязать способом Magic Loop, вы понимаете, мы должны примерно пополам поделить здесь, протянуть леску. И сейчас мы соединим уже в круг и будем вязать по кругу нашу резинку 1 на 1. Вот половина петель у меня с одной стороны, и половина петель у меня сейчас будет с другой стороны. Все. Ниточка от клубка. Ниточка от клубка у нас вот здесь. Значит, мы будем вязать петли, которые у меня находятся сейчас на левой стороне. Хвостик я убираю. И вот эту тогда спицу, которую мы будем вязать, я и могу вытянуть. И мы начнем вязать с этой стороны, начиная. Вот у нас первая петелька продолжается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И теперь мы вяжем только вот это основными нашими спицами верхний наш край петель. А вот этот нижний у нас комплект, он просто вот у нас будет здесь вот до тех пор, пока мы не начнем соединять резинку вдвое сложим, и тогда мы будем петли попарно уже провязывать. По-моему, очень удобно. Вот уже, в принципе, мы вяжем резинку нашей шапочки, да, вокруг лица, которая будет идти. Значит, сейчас вот вы вяжете так по кругу на высоту, которую вы для себя определили. Значит, у меня, я думаю, что, я как сказала, сантиметров 7. Вот мы вдвое сложим, и вот будет 3,5 сантиметра у нас вот эта резиночка. Так что вот теперь продолжайте сами вязать по кругу вот эту резинку, используя способ Magic Loop. И когда вы закончите резиночку, мы с вами опять встретимся. Ну вот, смотрите, я провязала свою резинку. У меня получается на высоту 7 сантиметров получилось. И теперь мы должны вот ее сложить и соединить эти петельки попарно, да? Как мы это будем делать? Значит, вот здесь спица верхняя уже готова для вязания. Также вот я нижнюю спицу, тоже половину разделю пополам и тоже половину вот вытяну спицу, да, то есть не спицу, а леску. И теперь вот эту нижнюю часть я как бы введу внутрь нашей резинки и вот здесь выведу рядом с основной спицей, вот эту вторую. Вот видите, как у меня получилось? Изнутри я провела. Вот здесь вот нитка, это хвостик от набора. Мы его можем просто в середину убрать. Вот он. А нитка от клубочка у нас вот здесь. И вот мы ее заводим на указательный палец. 2 пары спиц у нас попарно. То есть рядом лежат и петельки попарно. И мы начинаем нашу основную спицу. И мы сейчас ей будем соединять. Вот здесь у меня лицевая. Значит, я ввожу в первую спицу, во вторую спицу. И провязываю 2 петельки вместе лицевой. И их 2 петли могу снять. Следующая у меня изнаночная. Я должна провязать сейчас петельку изнаночной. Но как бы сразу 2 неудобно изнаночные вязать. Я поэтому изнаночную с нижней спицы снимаю, переношу на верхнюю спицу. И потом провязываю эти 2 петельки вместе изнаночной. Теперь дальше лицевая. Лицевую можно спокойно провязывать так вот вместе. Довольно удобно. Изнаночную я опять с нижней спицы переношу на верхнюю и попарно провязываю изнаночной. И так дальше мы должны провязать, пока мы с вами не соединим все наши петли. И у нас по кругу, у меня по кругу будет теперь 62 петли.
Давайте проделайте вот эту работу, и потом мы будем дальше работать. Ну вот я все петли соединила попарно, у меня вот по кругу моя резиночка, да, вот это вокруг, резиночка будет вокруг личика, да, ребенка. Значит, следующий небольшой расчет, значит, вот, понимаете, вот здесь вот это как бы лицо ребенка, да, и здесь вот внизу подбородочек, и мы вот эту сейчас часть вязать не будем, а будем вязать только по кругу, вот поворотным вязанием уже, да, само тело шапочки. Поэтому мы должны сейчас рассчитать, сколько петель у нас останется под подбородок. И эти петли переснимем на иголку с ниткой или на булавочку. В общем, посмотрите, да. Значит, вот это расстояние примерно 6-7 сантиметров. Это зависит от возраста ребенка, да, в общем. Или можете у своего ребенка посмотреть, какую часть вы оставите на подбородок. Я высчитала по своей плотности, у меня это 10 петель. Значит, общее количество петель у меня 62, отнимаю 10, получается 52. Но вот это число 52 у меня должно делиться на 3 плюс 2 кромочные. Значит, у меня ближайшее число, которое делится на 3, это 51 плюс 2 кромочные, это у меня будет 53 петли. Значит, я должна на подбородок убрать 9 петель. Вот у меня 9,53, у меня получается как раз 62. Значит, как мы это делаем? Вот начинаем наше вязание опять. Единственное, что вы не забудьте, что сейчас мы должны поменять с вами спицы. Значит, вот я вытаскиваю вот эту свою спицу и поменяю ее на ту, которую я буду уже вязать тело моей шапочки. Если у вас такой возможности нет, просто перекрутить, берите другую пару спиц и вяжите ей. И теперь мы провязываем вот эти высчитанные 9 петель. Просто резинка опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 петель. Вот мои 9 петель. Вы переснимите теперь эти 9 петель на нитку с иголкой. Или вот у меня есть такая булавочка. Я просто пересниму их на булавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот я их пересняла. Булавочку я закрою, и все. Они у меня теперь пока не будут в работе. А работать мы будем продолжать вот основными петлями и будем вязать сейчас уже поворотным вязанием. И, значит, первый ряд по нашему рисунку вяжется основной ниткой 2 ряда. Лицевая туда, изнаночная обратно. И единственное, что я хочу сказать, если кто-то будет вязать многоцветную, так как я, значит, использовать какие-то остаточки. Вот у меня, скажем, вот первый цвет я хочу использовать, вот этот. И у меня вот такой остаток, вот клубочек. Я не знаю, хватит мне его на 2 ряда или не хватит. И чтобы не делать двойную работу, я сейчас провяжу ряд коричневый, как мне надо по рисунку. И померю, сколько мне уходит на один ряд ниточки. Как это сделать удобнее, да? Вот условно я сейчас возьму от начала, нитку от начала ряда и посчитаю вот так. Метр я отмечу и повешу здесь маркер. И теперь я спокойно вяжу наш ряд. Сейчас мы будем вязать просто лицевыми. Вяжу до этого маркера. Если мне еще надо будет отметить, да, не хватит этого метра, я еще повешу маркер еще на метр дальше. И в конце ряда я посмотрю, сколько мне уже от 2 метров останется. Да? И тогда я буду знать, сколько ниток надо на один ряд. Умножу этот размер на 2 и буду знать, хватит ли мне этого кусочка на 2 ряда. Это такие сложности, если у вас так же, как у меня, кусочки. Если у вас большой клубок, вы спокойно вяжете рисунок. Значит, мы сейчас вяжем первый ряд просто лицевыми до вот этого места, где у нас булавка. И последнюю петельку мы будем провязывать уже как кромочную будем формировать.
ее мы провяжем изнаночной бабушкиным способом. Так, сейчас я довяжу до... Мне придется вязать сейчас до маркера, чтобы знать, сколько мне надо, какой длины у меня ниточка уходит на один ряд. Ну, смотрите, я ряд почти довязала до конца, и вот у меня висит маркер. Это вот у меня метр. Ну, я думаю, что я еще сейчас 20 сантиметров отмерю. Это у меня уже будет маркер на расстоянии 1,20 м от начала ряда. И думаю, что этого мне уже хватит. Так, сейчас вот чуть-чуть мы довяжем как раз до конца ряда. Вот видите, у меня маркер опять подошел. Вот как раз получается, что у меня на один ряд надо 1,20 м. Значит, на 2 ряда надо 2,50 м. И вот я теперь знаю, померив этот клубочек, я буду знать, хватит мне этого или не хватит. Да? Это вот такая вот небольшая тонкость. Но сейчас нам надо что делать? Мы вот последнюю петельку мы дошли, мы ее провязываем изнаночной бабушкиным способом. Разворачиваемся и вяжем в обратную сторону уже изнаночными петлями. Так, изнаночными петлями, но опять мне надо поменять вторую спицу. Я это не сделаю еще. Я думаю, вы не забыли поменять спицы, переходя на вязание тела изделия. Так, кромочную мы снимаем и вяжем теперь изнаночными. Это у нас второй ряд. Потом третий и четвертый ряд мы провяжем уже первым цветом. Тоже первый ряд лицевыми, а второй ряд изнаночными. И потом мы с вами встретимся. Я немножко напомню вам насчет рисунка. Но я думаю, вы его помните, если вы вязали образец, то тут все будет хорошо. Ну вот я связала сейчас 4 ряда, 2 основным цветом, 2 вот этим сереньким. Мне этой ниточки хватило. Теперь, значит, я этой ниткой вязать больше не буду, я ее обрежу, она мне больше не нужна. Если вы вяжете вставки все одним клубочком, одним цветом, да, то вы не обрезайте, будете просто передвигать ниточку. Если так, как я, то вы можете вот уже обрезать. И вот сзади у нас теперь 2 хвостика вот этой другого цвета ниточки. Мы их просто вот свяжем. Все. Теперь мы продолжаем наш узор. Ну, как бы я все показывать не буду. Вы, если что, ссылка же есть в описании на этот узор, да? А если вы вязали образец, тем более вы знаете, как он вяжется. Ну, я просто чуть-чуть напомню, да? Значит, первый ряд мы кромочную снимаем, потом провязываем 2 петельки лицевыми. Третью петельку мы меняем стенку. Теперь берем крючок, нам нужен крючок при вязании. И вот от первой петли 2 серых ряда мы пропускаем, первый коричневый ряд, и во второй коричневый ряд мы вставляем крючок и вытаскиваем вот эту нашу основную ниточку и одеваем ее на левую спицу. Все. Вот это не очень сильно ее вытягивайте, но и не затягивайтесь, как бы она так, чтобы ровненько лежала. И провязываем вот эти 2 петельки теперь вместе лицевой. Потом опять дальше. 1, 2. Переснимаем. Берем крючок. Ищем 2 серых ряда, 2 коричневых, второй коричневый. Вставляю крючок и одеваю на спицу. Все. И провязываю их вместе лицо. Итак, вот мы вяжем наш узор на высоту. Опять мы возвращаемся к нашей табличке, да, и смотрим. Вот этот еще один размер, это глубина шапки. Это значит вот это место от до затылочка, да, сколько вы будете вязать,
и потом будем делать уже закрывать затылок. И вот это вот расстояние для моего размера 16 сантиметров. Вы у себя можете, если померить, у ребенка померить, если нет, тоже воспользуйтесь табличкой. И теперь мы с вами вяжем тело нашей шапочки. Вот это мы вяжем сейчас поворотным вязанием туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. На высоту я буду вязать 16 сантиметров. Вы вяжете свое расстояние и свой узор. Или одним цветом, то есть двумя цветами, основным и дополнительным. Или каждые 2 ряда вводите новый цвет. И у вас тогда будет более такая, ну, симпатичная, более нарядная шапочка. Так что давайте, сейчас мы будем работать. И вот провяжем тело шапочки на высоту 16 сантиметров. Ну вот я довязала свою шапочку на нужную мне высоту или глубину, как хотите. Да, вот этот размер, то, что мы с вами рассчитали, должен 16-17 сантиметров, да, 16 у меня, да, он считается вместе с резиночкой, естественно, да, вот посмотрите, у меня даже чуть побольше получилось, но это не страшно, да. Значит, вот это плюс резинка должен быть наш 16 сантиметров по таблице, да. Вот мои 16 сантиметров. Вы смотрите свой размер. Теперь, значит, что мы делаем дальше? Вот смотрите, внутри у меня вот эти ниточки от цветов. Но это не страшно, так как я буду делать еще подкладку, пришивать подкладку к этой шапочке. Все эти ниточки уйдут в середину, и ничего страшного не будет. Да? Значит, что мы делаем дальше? Вот у меня сейчас на спицах 53 петли. Я не знаю, сколько у вас. Значит, вы берете свое количество петель, делите его на 3. Вот у меня, значит, 53 я разделила на 3. У меня получилось 17 петель в середине и по 18 петель по бокам. Вот я повесила эти маркеры. Здесь у меня 18 и в серединке 17. Если у вас тоже ровно не делится, то лучше в серединке чуть поменьше, а по бокам чуть побольше. Вот так же, как у меня получилось. И потом, что мы еще должны сделать? От этого маркера в сторону мы отметим сейчас 7 петель. И тоже повесим маркер вот другого цвета. Он у меня зеленый. И также в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 петель. Это примерно, ну, тоже 1/3 от этого бокового количества петель. Да? Чуть больше у меня получилось. И что мы сейчас будем делать? Значит, я закончила вязание основным цветом. И теперь, значит, мы продолжаем вязать с вами до, значит, провяжем, все сейчас пока лицевыми вяжем, до первого розового маркера. Зеленый маркер мы пока пропускаем, он как бы у нас просто остается на спицах. Значит, вяжем мы с вами до розового маркера первого. Маркер пока тоже переносим. И вот эта часть, это наша затылочная часть нашей шапочки. Вот эту затылочную часть у меня подкладки там не будет, поэтому я просто буду укреплять, вот как укрепляют пяточку на носках, так я вот укреплю сейчас затылочек. Для этого мы что будем делать? Мы первую петлю провязываем, вторую снимаем, нитка за работой. Провязываем, вторую снимаем, провязываем, вторую снимаем. Итак, мы с вами вяжем до розового маркера, не доходя одной петли до розового маркера. Провязываю, снимаю, провязываю, снимаю, провязываю, снимаю. И вот мы одну петельку не дошли до розового маркера. Сейчас эту петлю я просто пересниму, чтобы убрать маркер, и верну ее назад. И вот эти 2 петельки, первая от боковой части и последняя от затылочной, мы с вами провяжем вместе лицевой. И теперь мы с вами развернемся. Вяжем в обратную сторону. Первую мы просто снимаем, а остальные петли вяжем изнаночными. Вот это наша затылочная часть. И опять не довязываем одну петельку до розового маркера. Вот, почти мы подошли уже. Вот у меня осталась одна петля
до розового маркера. Я опять ее сейчас просто пересниму, чтобы брать маркер. Верну ее назад. И вот 2 петельки вместе, последняя от затылочной и первая от боковой части, мы тоже провяжем вместе, но изнаночной петлей. И развернемся. И, значит, у нас вот эти маркеры зеленые висят, вы поняли, для того, чтобы мы сейчас будем по одной петельке вот так, то есть каждый раз одну с одной стороны, одну с другой стороны петельки брать до того, как мы не довяжем до зеленого маркера. Значит, продолжаем. Значит, первую петельку я снимаю и опять я смотрю. Значит, вот эту петлю мы снимали, нить за работой, провязывали, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем. И здесь мы сейчас увидим, где мы уже делали. Опять снимаем, провязываем, снимаем. И вот мы дошли до этой двойной петельки, да, где мы вместе складываем. Мы опять эту петлю и следующую петлю с боковой мы опять их провяжем вместе лицевой. И опять разворачиваемся. И также в обратную сторону. Значит, первую петельку мы снимаем, и мы вяжем все петли изнаночными. Опять до нашей двойной петли, которую вот мы привязали 2 вместе. Вот мы дошли до этой петли, вот она, мы провязали 2 вместе, и теперь со следующей петлей мы провяжем изнаночной 2 вместе и разворачиваемся. Итак, давайте мы сейчас самостоятельно провяжите туда-сюда, туда-сюда, пока вы не дойдете до наших зеленых маркеров. И потом мы с вами встретимся, я покажу, что мы будем делать дальше. Ну вот смотрите, что у меня получается. Вот такой вот затылочек уплотненный, и вот здесь получается такой тепленький, хорошенький, видите? Значит, что мы делаем дальше? Теперь мы должны вот наш затылочек немножечко тоже его сузить, чтобы он к шейке шел немножко поуже здесь. Для этого мы здесь сейчас уберем, вот у меня на затылочной части 17 петель, уберем половину, значит, это 17, 9, ну, оставлю я 9, и 2 раза, то есть 4 раза мы сократим, да, по 4 петли с каждой стороны. Значит, мы как это будем делать? Вот мы сейчас опять в начале затылочной части, значит, первую петельку мы снимаем, потом я смотрю по рисунку, да, опять я продолжаю утеплять наш затылочек, да. Да, так, что-то запуталась. Продолжаю утеплять наш затылочек. Дохожу до той петли, то есть я не дойду одной петли до конца затылочной части. Вот. Как мы делали? Мы соединяли последнюю петлю затылочной части и первую петлю боковой части. Сейчас у нас осталось здесь 2 петли. Вот мы их поменяем местами. И свяжем теперь 3 петли вместе. Вот видите? Мы здесь сократили в этой затылочной части, сейчас сократили 1 петельку. Теперь мы разворачиваемся, вяжем в обратную сторону тоже. Теперь все изнаночными у нас. И опять мы не дойдем 1 петли до конца затылочной части. Так. Вот, смотрите, мы не дошли 1 петельку. Сейчас мы тоже их поменяем местами. Только в данном случае мы вот эту первую петлю, одну, которую мы не дошли, мы с изнаночной стороны ее перевесим, не, чтобы она была вот с этой стороны, да. И провяжем опять
3 петельки вместе. Захватим еще одну часть от боковой, одну петельку еще с боковой части и провязали их вместе. Теперь мы разворачиваемся. Так, это мы сделали один раз, убавили по одной петле с каждой стороны. Продолжаем вязать. Смотрим у нас по рисунку. Это мы вяжем, снимаем, вяжем, снимаем, вяжем, снимаем, вяжем, снимаем, вяжем, снимаем. У нас опять осталось 2 петельки здесь. Мы их меняем местами. Вот эту крайнюю петельку, она у нас должна быть сверху, а вторая уходит за. Это по лицевой стороне. И провязываем 3 петли вместе. Опять разворачиваемся. С изнаночной стороны все изнаночные. Опять не доходим 2 петельки до конца ряда. Вот у меня 2 петельки. Опять мы их меняем местами. Но в данном случае она, вот эта, которую мы будем менять, она с лицевой стороны должна у нас остаться. Ну вот, как мы сейчас вяжем, да? Вот здесь. И опять мы провязываем 3 петельки вместе изнаночной петлей. Так, это мы сделали 2 раза. Сокращение. Еще 2 раза сделайте самостоятельно, чтобы мы сократили по 4 петли с каждой стороны. Ну вот я сделала эти сокращения. Видно, что у нас затылочная часть немножко сужается, да? И теперь, значит, у меня вот посерединке осталось 9 петель, так как мы рассчитывали. По бокам у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 7. И теперь мы продолжаем вязать так же, как мы вязали в начале затылка, да? Не довязывая одну петельку до конца ряда, мы соединяем ее с боковой, по лицу лицевыми, с изнаночной изнаночной. До тех пор, пока у нас вот здесь на боковых спицах петелек не останется, да? И будут только петли на затылочной части, 9 петель. Дальше продолжим работать, да? Значит, вы помните, я продолжаю укреплять мой затылочек. Смотрю, вот чтобы эти косички у меня, вот видно, толстенькие. Значит, снимаю эту, провязываю, снимаю, провязываю, снимаю. И вот мы пришли под конец. Вот осталась 1 петля на затылке, 1 на боковой. И мы опять их провязываем вместе лицевой. И так до тех пор, пока на боковых спицах не останется петель. Вот смотрите, я затылок мой закончила, то есть не мой, а на шапочке. Вот видите, он получается вот такой, да, вот немножко он начинался широкий, потом мы сузили, когда подходим к шейке. Теперь что мы должны сделать? Теперь мы будем вязать с вами вот эту вот нашу резинку по кругу и включим уже петельки нашего подбородка, да. Вот мы здесь оставляли, у нас 9 петель у меня на подбородке. У вас не знаю сколько, да. Значит, теперь что мы делаем? Вот мы находимся в затылочной части. Я беру, во-первых, мы меняем с вами спицы на тоньше, которым вы вязали резиночку в начале, да? Значит, я беру спицы 4 миллиметра и мы начинаем вязать. Значит, мы здесь должны перейти на резинку 1 на 1, но так как я не знаю, как у нас еще это по кругу пойдет, хотя можно подсчитать, но можно здесь пока не заморачиваться. Вот эти 9 петель, которые у нас на затылочную часть, мы пока провяжем просто лицевыми. Вот я их провязала лицевыми. Теперь мы смотрим дальше. Вот здесь вот, значит, по кругу, по шейке мы должны набрать петельки. И здесь их можно легко посчитать по кромочным петлям, да. Вот здесь у нас кромочные 1 коричневая, и потом каждый цвет 1 кромочная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 серый, 15 коричневый. И в промежутке еще одну, это мы здесь наберем 16. Значит, у нас четное количество петель получилось. Здесь у нас начинается резиночка с лицевой.
на подбородке, значит, мы можем тоже начинать с лицевой. И 16 петель, извините, мы как раз попадем в рисунок. Значит, что мы сейчас делаем? Мы набираем петельки. Значит, я сказала, мы первую вяжем лицевой. Вот я ввожу в кромочную, провязываю лицевую. Следующая у нас изнаночная. Я ввожу с другой стороны в кромочную. Вот, кромочная у меня сейчас бордового цвета. И провязываю изнаночные. Потом кромочная у меня коричневая, лицевая, цветная, получается изнаночная. Коричневая, лицевая, в данном случае синяя, изнаночная. Коричневая, лицевая, цветная, изнаночная. Итак, мы набираем петли до подбородка. Опять у меня лицевая, изнаночная, коричневая, лицевая, изнаночная, опять коричневая, лицевая. Теперь, как я сказала, мы в промежутке наберем еще одну изнаночную. И теперь можем открыть нашу булавочку и начинать петли. Лучше переснять их на какую-нибудь дополнительную спицу опять, чтобы, потому что с булавки вязать неудобно. Или если у вас было на ниточке с иголкой, вы снимали, то пересните тоже эти петельки на какую-нибудь дополнительную спицу. Вот я пересняла, и мы продолжаем дальше вязать. Значит, мы закончили на изнаночной, и вот у нас совпал рисунок, мы вяжем резинку на 1 на 1 дальше. Мы закончили лицевой, так как у меня было нечетное количество. В промежуточке у нас одна, мы изнаночную наберем. Потом коричневая у нас была лицевая. Так, серая, изнаночная, коричневая, лицевая, цветная, изнаночная, коричневая, лицевая. Итак, вы добираете опять петли до нашей затылочной части, да? Ну, по второй боковой части я тоже набрала 16 петель. И теперь мы идем к нашей затылочной части и будем их включать в рисунок. Ну, я имею в виду резинка 1-1. Вот я закончила лицевой. Значит, первая петля у меня изнаночная, вторая лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И мы начинали с лицевой. У меня все совпало. Если вдруг у вас, вот вы подойдете и у вас не совпала одна петля лишняя, вы ее просто можете закрыть и связать 2 петельки вместе, чтобы у вас по кругу пошел хороший рисунок, да? Резинка 1-1. Значит, что мы сейчас делаем? Я еще поменяю вторую спицу. Надеюсь, вы тоже не забыли поменять
спицы на более мелкие. Теперь делим петельки пополам, чтобы нам было удобно вязать способом Magic Loop, да, и вяжем по кругу нашу резинку на высоту. Значит, вот эта вот высота, вот здесь вот резиночка, это по шейке ребенка, да. Я думаю, что комфортно будет сантиметров 6. В общем, смотрите, от возраста ребенка 5, 6, 7 сантиметров, да, 5, 6, 7 сантиметров, вот эту резиночку можно вязать. Я думаю, что я провяжу 6 сантиметров. Значит, мы сейчас с вами будем вязать просто по кругу резинкой 1 на 1 на высоту 6 сантиметров. Я подошла к концу второго ряда, это с изнаночной стороны манишки, да, осталось у меня 3 петельки, и мы их тоже вяжем так: лицевая, изнаночная, лицевая. Все, разворачиваемся и вяжем третий ряд. Значит, изнаночную мы снимаем, лицевую провязываем, и
третью изнаночную снимаем, нитка перед работой. И дальше вяжем все опять лицевыми до последних 3 петель. Вот у нас осталось 3 петельки. Нет, еще одна. 3 петельки. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нитка перед работой, лицевую провязываем. И так мы будем все время делать в начале каждого, в конце каждого ряда. Значит, изнаночную я снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, нить перед работой. Дальше все петли лицевыми до последних 3. Так, подходим к концу ряда. Вот у меня осталось 3 петельки. Опять лицевую я провязываю, изнаночную снимаю, нить перед работой, лицевую провязываю. Итак, мы с вами вяжем вот эту, сейчас у нас передняя манишка, да, вяжем ее на высоту, ну, примерно вот как у нас глубина шапочки, да, вот как вот у нас здесь, 16 сантиметров у меня. Вяжем эту манишку на глубину 16 сантиметров, а потом начнем ее закруглять. Ну вот смотрите, переднюю манишечку я, ну или часть для груди я уже связала, и я сказала вам 16 сантиметров, но все-таки 16 длинновато. Вот у меня получилось 12 сантиметров, и сейчас мы еще будем делать закругление, поэтому я думаю, этого достаточно. И вот посмотрите, какой красивый у нас получается край, с обоих сторон такая красивая кромочная петля. Для кого показалось сложновато вот эти из 3 петель, вы можете делать обыкновенную кромочную петлю, как обычно делаем. Последнюю петлю провязываем изнаночным бабушкиным способом. И теперь мы еще в 6 рядах сейчас вот сделаем с вами немножко закругления. Да? Вот первую опять мы снимаем, лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Это вот эти 3 петли. И после 3 петель мы 2 провяжем вместе с наклоном влево, потом вяжем ряд до конца, подходим опять к концу ряда, и уже мы не довяжем с вами 5 петель, да, 3 кромочных и 2, которые нам надо сократить будет. Вот у меня раз 5 осталось, и вот я 2 теперь с наклоном наоборот вправо сокращу. И опять вяжу 3 кромочные, лицевая, изнаночную снимаю, последнюю лицевую провязываю. Это мы сделали первое сокращение. Теперь изнаночный ряд мы вяжем без сокращений, потом второй раз делаем в лицевой, в 4 без сокращений, в 5 и что? Провяжем сейчас 6 рядов, да? Вот сейчас я второй вяжу как бы без сокращений, потом в 3 мы опять сделаем после кромочных по одной петле с каждой стороны мы сократим. И также мы сделаем в 5 ряду, да? А 6 провяжем просто вот изнаночные, с изнаночной стороны лицевыми петлями. Вот я подхожу к концу ряда, накрываю последние петельки. Ну все, вот первая манишка у нас
готово. Вот что у нас получилось. Вот впереди у нас манишка готова. Да? Мы теперь эту ниточку можем обрезать. Так, и аналогично свяжите, пожалуйста, заднюю манишку тоже. Вот переходите опять вот на заднюю часть, вот петли задней части. И также, как мы делали впереди, тоже формируете вот этот край из 3 кромочных в начале, в конце, и провяжите на ту же самую длину заднюю манишку, да? И тогда у нас будет наша шапочка почти готова. Почему я говорю почти? Потому что мы потом, я ее потом постираю, просушу и покажу вам, как подшить подкладочку вот в шапку, да, в серединке. Мы подошьем с вами подкладку, чтобы шапочка не продувалась. Так что давайте заканчивайте вторую манишечку и тоже постирайте. И потом мы с вами вошьем подкладочку. Ну вот, смотрите, я свою шапочку довязала, постирала. Да, вот эти все хвостики, которые были здесь, я их все заправила. А те хвостики, которые у нас внутри, вот я шапочку вывернула, вот у нас все хвостики внутри. Они у нас все уйдут под подкладку. Поэтому главное, чтобы вот здесь хорошо, просто узелочки я завязала, чтобы они никуда не убежали. И этого достаточно. Теперь что мы делаем? Мы сейчас подошьем с вами подкладочку к этой шапочке. Значит, можно сделать или фланель подобрать, или трикотаж какой-нибудь, да, чтобы было мягенько и не то что плотно, но просто будет мягко к головке ребенку, да. У меня была старая трикотажная футболка вот такого вот качества, да, и я ее вырезала из нее вот такую полоску. Значит, какой ширины, то есть какие размеры полоски. Вы берете свою шапочку и вот отсюда, где у нас начинается резинка, прикладываете сантиметр и меряете половину шапочки, но вот так немножко на вытянутом, да, потому что будет шапочка растягиваться, когда ребенку будете одевать. И вот так вот в растянутом виде померьте половину. У меня получается 19. Это один размер, и умножите на 2, это будет, ну, по кругу это 38 у меня. А второй размер померьте вот тоже от начала резинки, но и до начала, когда мы начали вязать с вами затылочек, да. Здесь у меня получилось 15 сантиметров. Значит, 38 на 15 это размер вот этой полоски в готовом виде. Значит, естественно, надо по кругу оставить, ну, как бы для швов. Значит, где-то по сантиметру с каждой стороны еще добавьте. Вот у меня получилось 38, я сказала. Вот я 39 у меня в высоту, то есть в ширину, и 17 в высоту. Мне хватит этого. Теперь что мы делаем? После того, как вы вырезали вот эту полосочку, да, вы отметьте на ней серединки. Вам потребуются тоже такие вот иголочки. Вот я отметила серединку и там, и на одной и другой стороне. Потом берем нашу шапочку. И вот честно я вам скажу, очень удобно будет работать, если она будет как бы в натянутом состоянии, вам будет легко. Если нет, значит, надо постоянно прикладывать и вот так в натяжечку немножко. Значит, что я для себя нашла? У меня есть мячик, вот он такой мячик, и он по объему соответствует объему головы ребенка, на которую я вяжу, да, вот этот диаметр этого мячика у меня 48 сантиметров. Поэтому в этом плане мне очень удобно будет работать. Не знаю, есть ли у вас какой-нибудь такой круглый предмет, который можно вставить в шапочку. Вот посмотрите, как я это сейчас делаю. Я беру и одеваю эту шапку на мячик, как на головку. И вот что у меня получилось. Вот посмотрите. Вот у меня шапочка на мячике. Вот как будто личико. И теперь очень удобно будет мне работать. Значит, я нахожу примерно серединку вот здесь.
И вешаю здесь булавочку. Если у вас нет мячика, вы это просто в натянутом состоянии делаете, да? Так, теперь беру свою подкладочку. Вот она у нас будет по лицевой стороне вот так лежать, да? Но так как мне надо вот здесь вот забрать шов, я первый шов сделаю с изнанки. Вот здесь, где лицо ребенка. И будет очень удобно, не надо будет подгибать. Значит, я что делаю? Первый, вот в этом месте я прикалываю булавкой посерединке. И так, чтобы вот эта подкладочка ложилась там, где кончается резинка. Вот видите, вот мне видно, что она вот здесь кончается. И теперь так вот постепенно, а еще лучше сразу приложить к краю. А край у нас там, где у нас тоже начиналась резинка. Вот видите, у нас начинается резинка по горлышку, которая, и доходит до лица. И вот здесь, в этом месте, мы прикладываем тоже нашу подкладку. Так, я ее тоже прикалываю. И оставляю вот этот шов, который у нас, то есть кусочек ткани, который у нас будет на подгиб здесь идти, да? И вот так вот прикалываю. И теперь по кругу. Все по кругу. Так, я аккуратненько прикладываю, беру иголочку и прикалываю. Дальше беру иголочку и прикладываю. Так мы делаем по кругу, вот где наша личико ребенка будет, да? Здесь тоже я нахожу вот это место внизу, прикалываю, и потом, так как у меня шапочка сейчас уже в растянутом виде, за счет того, что у меня мячик в середине, да, у меня легче, у меня вот эта подкладочка, она просто ложится вот так вот ровненько. Даже здесь немножко длинновато, но сейчас можно это подправить. Вот уголок. Все. Теперь мы берем обыкновенную иголку с ниткой. Вот я взяла тоненькую иголочку, вставила в нее темную нитку, потому что шапочка у меня темная, чтобы не очень не видно было этой ниткой, но в принципе ее не должно будет быть видно, потому что мы будем, когда вшивать, мы не будем насквозь, да, вот так шапку насквозь, мы просто будем подхватывать. Это будет, не будет видно. Итак, и начинать мы будем с того места, вот не до конца будем пришивать эту ткань, а вот там, где у нас она начинается. А вот это остаток у нас будет, мы потом подвернем ее, да. И вот начиная отсюда, вот я ввожу первый стежок, могу вытащить уже, и начинаю вот снизу я должна пришить весь вот этот мой ряд, который я наметила, вот таким швом вперед иголочку, да. Я, как сказала, вы не насквозь прокалываете шапочку, а просто подхватываете. И вот так вот этот первый шов вдоль лица шапочки, ну, там, где лицо ребенка будет, да. И вот посмотрите, если мы так все пришьем, вот по лицу у нас, посмотрите, вот будет он вот так вот будет аккуратненько лежать, и здесь ничего видно не будет. Значит, сейчас первый шов, давайте мы его закончим до конца, и здесь тоже оставьте место на припуск, на шов, да, вот не до самого конца пришиваете, а вот чуть-чуть не доходя. Сейчас мы пришьем вот этот шов, первый сделаем, и потом с вами опять встретимся. Ну вот смотрите, первый шов я уже сделала, и вот как у меня получается, видите, с изнаночной стороны вот моя подкладочка лежит на головке, да. Теперь что мы делаем? Здесь вот на второй части, на задней части нашей подкладки мы тоже отметили серединку, и теперь мы ищем серединку на нашей задней части
Вот задняя часть, затылочная часть и вот этот шов. Затылочную часть мы подкладку делать не будем, так как мы ее делали укрепленную, помните, утепляли ее специально, чтобы подкладочку будем делать только вот здесь. И вот этот нашу подкладочку, вот эта середина остается, загибаем на ту длину, чтобы у нас хорошо вот лег вот по этому шву. Вот у нас закончится цветной шов, и вот здесь он хорошо у меня ложится. И вот середину я могу прикрепить. Вот. Видите, у меня серединка прикреплена. Теперь мы возвращаемся к боковой части. Ищем тоже вот эту часть, где мы будем заканчивать нашу подкладку. Да, вот по шейке мы вот эта цветная часть нашла, и дальше нашла затылочная часть. Значит, вот эти все ниточки, мы вот так их загибаем, они все у нас будут в середине. И закрываем сверху нашей подкладочкой. И теперь здесь аккуратненько тоже подгибаем нашу подкладочку, вот так, чтобы ничего не было видно. И начинаем прикреплять иголочками. Вот так ее ровненько. Я не натягиваю, потому что у меня шапка уже сама натянута, так как она одета на, можно сказать, манекен. Так, дальше. И так вот мы аккуратненько загибаем. И подходим к нашему уголку. Вот, где кончается, вот, где у нас кончается цветная, начинается затылочная часть. Вот я сюда уже подошла. И тоже аккуратненько здесь приколю. То же самое сделайте с другой части, да, вот с этой стороны. Здесь то же самое надо будет приколоть также. Теперь мы смотрим, что у нас вот здесь вот по нашей затылочной части. Вот этот уголок, что у нас остался, мы, естественно, прячем тоже в серединку. Там его разравниваем и начинаем прикалывать нашу подкладочку по затылочной части. Так, аккуратненько. Подхожу. Видите, как бы уголок здесь у нас, где мы делали вот этот уголок. Подкалываю к уголку. А теперь с этой стороны вот этот уголок мы вот такую сделаем складочку. И тоже ее заколем. Вот у нас получается подкладка с задней стороны. Теперь вы должны сделать то же самое, симметрично с этой стороны подколоть нашу подкладочку, да? И потом мы начнем ее пришивать. Сейчас я подколю то же самое и покажу, как мы будем пришивать. Ну вот смотрите, я подколола со всех сторон, да? Вот здесь по шейке, здесь по затылочной части. И с этой стороны сделала складочку симметрично в другую сторону. Видите, с левой стороны смотрит влево складочка, а с правой стороны смотрит в правую. И все до конца, вот у меня все везде подколото. И теперь мы начнем пришивать. Удобнее вот как бы с этой стороны, да, мы будем идти весь этот шов пришивать. Вот я опять беру иголку с ниткой. Вхожу вот в этот уголок, который вот мы закончили, и сюда вхожу, ввожу иголочку,
прячу узелок. И здесь мы будем с вами шить вот таким вот просто потайными стежками. Потому что уже внутрь мы не залезем, а вот так вот. И тоже я стараюсь не проходить насквозь нашу шапочку, а только цепляю. И так постепенно, сантиметр за сантиметром, мы должны закончить весь этот наш шов по кругу. И, в принципе, у нас шапочка будет готова. Давайте я сейчас это сама сделаю и потом покажу, что у меня получилось. Ну вот, я свою подкладку закончила. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Вот это задняя часть, вот все пришито, да. При желании, конечно, кто очень перфекционист, могли сначала пришить часть вот сюда, накладку сделать, а потом поверх положить уже вот эту. И тогда будет вся шапочка в подкладка, да. Но я считаю, что здесь это не надо, так как мы здесь утеплили затылочную часть, поэтому и здесь и так хорошо. Теперь что мы делаем? Значит, я достаю свою, то есть снимаю свою шапочку. Теперь я ее выверну на лицо, так как должно быть. И вот смотрите, что у нас получается. Вот внутри шапочка, я думаю, ребенку будет, то есть подкладочка, я думаю, ребеночку будет очень комфортно, да. Теперь что еще, что я могу вам посоветовать, или вы можете сами сделать. Многие любят сделать здесь вот сверху еще каких-то 2 помпона ставить. Вот где начинается наша затылочная часть, такие 2 помпончика. Из основной шерсти можно сделать. Можно. Я это не делаю, потому что я, честно говоря, мне это не очень нравится. Потом еще можно сделать, что вот сюда, так как у нас это двойная, резиночка двойная, вы можете сюда вставить шнурок. Вот здесь немножко внизу просто раздвиньте петельки. И сюда булавочкой можно вставить по кругу шнурочек, чтобы тоже можно было здесь завязать. Но это вот как бы на ваше усмотрение. А у меня все, моя шапочка закончилась. Да? Вот, и я думаю, что получилось очень симпатично. Поэтому я буду очень рада, если вы свяжете вместе со мной такую вот шапочку для своих малышей. Зима еще у нас в разгаре, поэтому вы успеете еще это сделать. На сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.